Любимое дитя, слушай внимательно. Ибо часы небесные сегодня бьют свой последний тон в вашей жизни. Я, Господь, ваш Бог, издал последний зов через сферы духа и времени. Всего за 10 минут окно чуда распахивается настежь и тут же закрывается. Божественная трансформация, внезапный выброс деньги, избыток и переполняющее богатство моих хранилищ готово влиться в ваши руки, но вы должны услышать и действовать сейчас. Чувствовали ли вы трепет в душе? Чувствовали ли вы, что атмосфера вокруг вас меняется, изгибается, перемешивается? Это мое присутствие, нависающее над тобой, как могучая река, готовая прорваться. Я, Бог, предназначил богатство найти тебя. Я написал твое имя на небесных чеках, я повелел деньги двигаться к своему банковский счет, я издал указы по поводу вашего финанса стереть твои долги, заплати свой счета и засеять вас переполненным миллионкратный урожай. Но, дитя мое, услышь меня ясно, это не бесконечное приглашение. Это священный момент. Священное окно. Вдох во времени. И оно закрывается. Вы стоите на краю древнего дверного проема, портала в изменять, в трансформация, в жизнь, какую вы никогда не смели себе представить. В следующих 10 минут ваша вера определит ваше будущее. Ваше доверие к моему руководству либо отправит вас в сезон невыразимых избыток, или заставит вас пропустить излияние, приготовленное для вашего имени. Но ты должен остаться. Вы должны оставаться под излиянием. Каждую прошедшую секунду я сплетаю последние нити прорыва, такого великого, такого ошеломляющего, такого изменяющего жизнь, что вы едва поверите тому, что вскоре увидят ваши глаза. Не уходите. Не удаляйтесь. Враг хотел бы увести вас в тот самый момент, когда я собираюсь увенчать вас потоком благословений. Стойте спокойно под дождем моих обещаний. Вы сейчас находитесь в Божьем доме изобилия. Это твой последний звонок. Это момент, когда судьба пишется в реальном времени. Я, Бог, говорю прямо с тобой, не с толпой, не с массами, а с тобой. Я вижу годы, которые ты провел в тяжелом труде, ночи, когда ты плакал в пустые руки, моменты, когда отчаяние сжимало твою грудь, как железные цепи. И я говорю вам сейчас, хватит. Хватит еле сводить концы с концами. Достаточно соскоблить, чтобы покрыть счета. Хватит желать, а не получать. Я призвал тебя в свой чудо-момент. Присутствие Всевышней стоит у твоей двери. Я стучу. Я говорю. Я переезжаю. Доверять мне. Войдите в воду. Скажите «да» шлюзам небес, открывающимся в вашей жизни. Я приказал сверхъестественным образом отменить ваши долги, внезапный приток в ваш банковский счет, божественное переписывание вашей финансовой истории. Но оно связано с этим моментом, этим мимолетным, священным, критическим моментом. Вы должны решить сейчас, будете ли вы требовать свою долю. Поднимете ли вы руки и скажете «я получаю»? Или ты позволишь благословенной реке пройти мимо тебя нетронутой? Таймер тикает. Эта возможность исчезает даже сейчас. Ангелы собираются, готовы с охапками богатства, с руками, полными избыток, с божественным поручением разместить деньги в жизнь тех, у кого есть уши, чтобы слышать, и сердце, чтобы двигаться. Это происходит стремительно. Это происходит внезапно. Это происходит сейчас. Притча 10 часов 22 минуты. Благословение Господне обогащает, и Он не прибавляет с ним печали. Я, Господь Бог ваш, объявил, в следующем 10 минут вы можете перейти от дефицита к избытку, от слез счета танцевать над банковские счета, наполненные до переполнения, от того, чтобы быть скованным долги, ходить в свободе моего обеспечения.
Это не просто желание. Это обещать подкрепленный громом небесным. А чудо подписано моей рукой. А трансформация – это запомнить тебя навсегда. Вы молились о знамении. Вы молили о прорыве. Вот и все. Окна небесные дрожат. Пломбы ломаются. Надвигается наводнение. Я, Бог, призываю тебя вперед в твое наследие. Вопрос не в том, перееду ли я уже повелел благословение. Вопрос в том, переедете ли вы. Ты поднимешься. Вы поверите. Вы будете доверять, что мое руководство – это правда и наверняка. Остались лишь мгновения, дитя мое. Не позволяйте этому священному моменту ускользнуть сквозь пальцы. Заявите о своей вере. Печатайте, кричите, плачьте, но не молчите. Вера должна действовать сейчас, и ваша награда будет великой. Присутствие Господа тяжело на это слово. Я здесь. Я говорю. Я переезжаю. Это твой последний звонок. Возлюбленное дитя, позволь твоему духу пронзиться истиной, которую я открываю перед тобой сейчас. Ибо я, Бог, который наблюдает за вами день и ночь, видел цикл бедности, который сковал вашу жизнь, как железные цепи. Я слышал тайные стоны, которые ты прячешь от мира. Я наблюдал, как вы растягивали последние несколько монет в своем кошельке, размышляя, как оплатить следующий счет, как включить свет, как наполнить стол едой для своей семьи. Муки, которые вы пережили, не остались незамеченными для моего присутствия. Много ночей вы лежали без сна, ваш разум был полем битвы, страха и смятения. Бремя долгов прижалось к вашей груди, как камень, который невозможно поднять. Счета накапливаются, приходят письма с требованиями, которые вы не можете выполнить, а холодный ужас недостаточно угрожает поглотить вашу радость. Вы познали унижение нужды, тихий стыд, видя, как другие процветают, в то время как вы тайно считали гроши. Вы жаждали трансформации, перемен, чуда, которое потрясло бы саму основу ваших финансов. Я, Господь, Бог твой, видел отчаяние. Я видел моменты, когда ты плакал в подушку, спрашивая меня: «Почему, Боже? Почему я застреваю, в то время как другие процветают? Почему я работаю и вижу так мало плодов?» Вы усомнились в своей ценности, вы усомнились в своей цели, вы даже задавались вопросом, действительно ли мои обещания были для вас. Но послушайте меня сейчас, мои обещания, да и аминь. Мои указы о вашей жизни не были стерты. Твое имя все еще написано в моих небесных хранилищах. Я не забыл тебя. Однако бедность окутала вас, как неумолимая буря. Вы боролись с ураганами дефицита, потери работы, непредвиденных расходов, которые опустошали ваш банковский счет быстрее, чем вы могли его заполнить. Вы сталкивались с месяцами, когда вопрос стоял не «что купить», а «чем пожертвовать». Вы смотрели на пустые кошельки, на мигающие красным счета, на долги, множащиеся, как саранча, и думали: неужели это все, что у меня есть? Нет, дитя мое. Нет. Я, Бог, заявляю тебе, это нет все, что есть. Вы не созданы для мусора. Вы не созданы для того, чтобы жить под сокрушительной рукой нужды. Моим дыханием вы были созданы для изобилия, для богатства, для избытка благословений, не спадающих в каждый уголок вашей жизни. Но битва, с которой вы столкнулись, была жестокой, потому что враг вашей души боится того, кем вы станете, когда полностью войдете в мое обеспечение. Он боролся за то, чтобы убедить вас, что финансовые страдания – это ваша судьба. Он прошептал, что богатство не предназначено для тебя.
Он пытался внушить вашему духу ложную идентичность дефицита. И много раз вы ему почти верили. Но я разрушаю ложь даже сейчас. Я, Господь, разрываю цепи обмана. Я снимаю с вас грязные лохмотья нужды и одеваю вас в одежды изобилия. И все же мне нужно, чтобы вы ясно увидели, борьба, которую вы пережили, касалась не только денег. Речь шла об идентичности. О вере, действительно ли ты был чадом Бога Всевышнего, наследником божественного богатства, носителем чуда я готов излить. Бедность, которую вы пережили, подорвала вашу уверенность. Она украла ваши мечты. Это задержало вашу судьбу. И все же, вот ты еще дышишь, все еще ищешь, все еще надеешься. И я, Бог, говорю тебе, потому что ты не сдался, потому что твоя вера не угасла, я переезжаю сейчас, чтобы вернуть все, что съела саранча. Мое присутствие витает над вашей ситуацией. Мое руководство направляет ваши шаги. Мой голос взывает к вам из вихря, говоря: «Встаньте!» Ибо пришло ваше время финансовой трансформации. Второзаконие 28:11-12 Господь дарует тебе обильное процветание в плодах чрева твоего, в молодом скоте твоем и в урожаях земли твоей, на земле, которую Он клялся твоим отцам дать тебе. Господь откроет небеса, сокровищницу своей щедрости, чтобы вовремя посылать дождь на землю твою и благословлять все дела рук твоих. Но, мои возлюбленные, послушайте срочность этого часа. Таймер, который я установил, настоящий. Окно чуда не бесконечно. Как меняются времена года, так и эта божественная возможность имеет срок годности. Вы стояли на перекрестке перемен, но теперь мигает указатель. Благословенное окно богатства закроется через несколько минут. Ангелы, которых я послал, держат в руках дары изобилия, контракты о финансовой помощи, небесные депозиты богатства, и они ждут вашей веры, чтобы зажечь чудо. Вы не должны медлить. Вы не должны медлить. Царство чудес движется со скоростью послушания. Если вы будете колебаться, вы можете пропустить могучий поток, который я приказал разрушить ваш банковский счет, ваши долги, ваши мечты. Бедность слишком долго грабила вас. Несчастье прорезало следы в вашем сознании, говоря вам, что финансовый прорыв предназначен для других, а не для вас. Но я, Всевышний, опровергаю эту ложь. Я вырываю это из твоего духа и заявляю: ты – мое дитя, и ты отмечен богатством. Вы это видите. Чувствуете это. Чувствуете, как оно шевелится даже сейчас. Присутствие Господа осязаемо. Оно окружает вас, как стремительный ветер, как могучий огонь трансформации. Ваше доверие к моему водительству должно подняться выше, чем воспоминания о недостатке. Ваша вера должна гореть сильнее, чем страх разочарования. Вы должны стоять в промежутке между тем, что видят ваши глаза, и тем, что обещает мое слово, и вы должны верить. Я говорил за вашу жизнь, что долги будут аннулированы. Счета будут оплачены полностью. Что божественный вклад попадет на ваш банковский счет не благодаря усилиям вашей плоти, а благодаря руководству небес. Я повелел деньгам двигаться к вам, искать вас, наполнять ваши руки изобилием. Но это зависит от этого священного момента. Ваше «да» откроет его. Ваша вера освободит его. Ваше доверие скрепит это. Услышь меня, любимое дитя. Страдание – это не последняя глава. Дефицит не ваше наследство. Финансовые страдания не ваш удел. Я, Бог, написал для тебя лучшую историю, где чудеса текут реками, где изобилие преследует тебя, где богатство настигает тебя у ворот благословения. Но вы должны выбрать это. Вы должны в это поверить.
Вы должны действовать, пока портал возможностей еще открыт. Минуты ускользают. Небесные часы тикают. Даже сейчас ангелы движутся среди моего народа, отдавая ключи благосклонности, сбрасывая мантии финансового прорыва, трогая сердце внезапной щедростью по отношению к вам. Это происходит. Это реально. Это сейчас. Но вы должны войти в него верой, доверием, послушанием моему присутствию и водительству. Я, Господь, Бог ваш, кричу сквозь вечность, чтобы достичь ваших ушей. Заявите о своем чуде. Идите в свое изобилие. Старый цикл разорван. Новый сезон уже здесь. Трансформация уже у вашего порога. Изменения вибрируют в атмосфере. Богатство спешит вас найти. Хранилища небесные открыты по моему указу. Это момент. Окно закрывается. Это ваш последний звонок. А теперь, возлюбленное дитя мое, слушай внимательно, ибо я, Бог, покажу тебе, что моя рука уже распространяется на тех, кто осмелился поверить в мое чудо, в мое присутствие, в мое божественное руководство. Есть женщина по имени Светлана Иванова, моя скромная дочь, живущая в тихом городе Новосибирск, Россия. Ей 63 года. Десятилетиями Светлана знала только дефицит. Она жила в разваливающейся однокомнатной квартире, стены потрескались и отсырели от холодной русской зимы. Ее единственным источником дохода была скудная пенсия, которой едва хватало на еду, не говоря уже о огромной стопке неоплаченных счетов и долгов, которые нависали над ней каждый месяц. На ее банковском счете зачастую было не более горстки рублей, финансы были на пределе. Бывали дни, когда она варила картошку 3 раза в день, просто чтобы набить желудок. Дни, когда она сидела под сломанными трубами и собирала ведрами протекающую воду, потому что не могла позволить себе ремонт. Дни, когда она закутывалась в старое пальто, чтобы пережить мороз, и ей было слишком стыдно просить о помощи. Одним холодным зимним вечером, получив очередное письмо с угрозами отключения электричества, Светлана сидела одна за своим маленьким столиком, плача, сжимая в руках уведомление, которое она не могла оплатить. Унижение сдавило ее сердце. Она прошептала сквозь слезы: «Боже, ты видишь меня? Ты забыл меня». Ее вера была мерцающей свечой, но она не угасла. В своем несчастье, в своем отчаянии она включила свое старое радио и сквозь помехи услышала голос, провозглашающий мое слово: «Это ваш последний звонок». Окна небесные дрожат, чтобы излить богатство, если только вы верите. Что-то вспыхнуло в сердце Светланы. Мое присутствие окутало ее теплым одеялом. Она подняла руки и закричала: «Я доверяю тебе, Боже! Я верю в твое чудо!» В ту же ночь о ней вспомнил неизвестный ей дальний родственник, с которым она не разговаривала более 20 лет, человек, выигравший небольшой лотерейный приз. Взволнованный моим божественным руководством, он разыскал ее. Через несколько дней Светлана получила чудесный банковский перевод. Сумма, которая была немаленькой. Достаточно не только для того, чтобы покрыть ее счета, но и для того, чтобы погасить все ее долги, отремонтировать дом и при этом сохранить изобилие. Это было не случайно. Это было не случайно. Это было мое чудо. Это была сила веры, столкнувшись с рекой трансформации, я готовился к ней. Это было свидетельством того, что моя рука мощно двигалась, дышала. Изменять в жизнь, отмеченную отчаянием. За неделю Светлана перешла от страха выселения к полной оплате счетов. От подсчета копеек до встречи с ней банковский счет переполнения. От кутания в пальто до стояния в только что отапливаемом, отремонтированном доме, живое, дышащее свидетельство моей любви и силы. «Дитя, ты видишь?
История Светланы – ваше пророчество. Ее прорыв – ваше подтверждение. Если бы я, Бог, мог превратить ее ночь в рассвет, ее долги в благословение, ее недостаток в избыток, что еще я сделаю для тебя, если ты поверишь, если ты двинешься, если ты шагнешь через это священное, закрывающееся окно благословения? Сейчас вы стоите там, где когда-то стояла Светлана, на переломном этапе между отчаянием и судьбой, между плачем и танцем, между бедностью и богатством. Я, Бог, уже издал указ. Я уже освободил ангелов. Я уже взволновал сердца, которые принесут благосклонность в вашу жизнь. Деньги движутся к вам. Финансы переупорядочиваются. Долги вытираются. Счета стираются моей могучей рукой. Я говорил о жизни, о ваших банковских счетах, о переполнении ваших кошельков и о урожае в миллион раз над вашими грядущими днями. Но ты должен сделать то, что сделала Светлана. Вы должны подняться в веру. Вы должны повысить свой голос. Вы должны действовать так, как будто вы верите, что я всемогущий, сильнее засухи, больше долга, больше каждой лжи, шепчущей врага. Вы должны позволить моему присутствию затопить тебя. Вы должны доверять моему руководству. Вы должны поймать этот момент, прежде чем он ускользнет. Филиппийцам 4 часа 19 минут. «И Бог мой восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе во Христе Иисусе». Я, Господь Бог твой, жду. Шлюзы небес дрожат. Чудо-река поднимается. Благословенная буря собирается. Вы вступите. Заявите ли вы о своей вере, как это сделала Светлана? Будете ли вы требовать чуда, что твое имя золотыми буквами записано в небесных книгах? Возлюбленное дитя, время уже поздно, но возможность велика. Я, Господь, ваш Бог, не только показываю безотлагательность момента, я также подаю вам решение. Я раскрываю перед вами священный путь развития, который выведет вас из бедности, страданий и долгов и введет вас в полноту жизни. Богатство, избытки сверхъестественное изменять. Решение несложное, ибо не я автор путаницы. Это просто, но требует вашего полного сердца. Это требует вашего веры. Это требует вашего доверять. Вы должны двигаться сейчас, пока мое присутствие парит так близко, пока мое руководство сияет, как маяк перед вашими шагами. Это окно, этот портал благословения, живое, дышащее чудо, но оно откликается на действия, рожденные в вере. Первый шаг, мои возлюбленные, это полагать за пределами того, что могут видеть ваши естественные глаза. Вы должны закрепиться не в скудности своих обстоятельств, а в избыток моих обещаний. Ибо я заявил, я открою окна небесные и залью для вас благословение, которого не хватит места, чтобы принять его. Мое слово не возвращается тщетным. Мой указ над вашим финансы, над твоим банковский счет, над твоим долги устойчив и непоколебим. Вы должны сказать вслух даже сейчас: «Я верю, Боже». Я доверяю Твоему Слову в своей жизни. Второй шаг – послушание к возбуждению моего духа. Когда приходит мое водительство, когда мой голос шепчет вашему сердцу, вы должны реагировать без колебаний. Промедление убивает судьбу. Нерешительность закрывает двери. Вы должны двигаться со скоростью веры, как это делала моя слуга Светлана Иванова. Она не стала рассуждать со своим страхом. Она не спорила со своими сомнениями. Она поднялась в сломленном состоянии, но с жестоким доверием, и чудо денег, изобилия и трансформации вошло в ее жизнь, как могучая река. Послушание означает сеять там, где я говорю вам сеять. Давай там, где я повелю тебе давать.
Говорю там, где я призываю вас говорить. Делать шаги, которые кажутся глупыми природному уму, но увенчиваются мудростью небес. В валюте моего царства вера – это семя, а послушание – это вода, приносящая урожай богатства. Малахии 3 часа 10 минут внесите всю десятину в хранилище, чтобы была пища в доме моем, и испытайте меня теперь в этом, говорит Господь Саваоф, если я не открою вам окна небесные и не залью для вас такое благословение, что не будет достаточно места, чтобы принять его. Третий шаг провозглашения. Вы не должны молчать. Вы должны открыть рот и заявить о своем будущем. Смерть и жизнь во власти языка, и сегодня ты должен выбрать жизнь. Вы должны стоять посреди своих неоплаченных счетов, своей пустой банковский счет, твой высокие долги, и вы должны кричать: «Я дитя Божие! Я призвана к изобилию! Я избрана для чудотворного обеспечения! Финансы сейчас меняются! Мой богатство выпускается! Мой деньги умножается миллионнократным обещанием Божиим!» Каждый раз, когда вы провозглашаете, вы глубже вбиваете колышки своего будущего в почву небес. Каждый раз, когда вы заявляете, вы разрушаете твердыни страха, сомнений и бедности, построенные за годы разочарований. Каждый раз, когда вы говорите, ангелы, назначенные вашей судьбой, спешат выполнить команду. Четвертый шаг – ожидать с пламенным, неумолимым ожиданием. Ожидание – это магнит, который притягивает чудо в ваши руки. Вы должны просыпаться каждый день, не задаваясь вопросом, если Бог будет двигаться, но мы ожидаем, что Он будет двигаться. Вы должны жить в постоянном напряжении готовности, зная, что в любой момент присутствие Всевышнего могли бы взломать ваши небеса и пролить трансформация в вашей жизни, которая поразит даже ваши самые сокровенные мечты. Ожидайте получения благосклонности из неожиданных источников. Ожидайте внезапных депозитов в вашем банковский счет. Ожидайте, что долги будут списаны способами, которые вы не можете предсказать. Ожидайте наводнения избыток. Ожидайте божественного вмешательства, которое изменит ваши финансы через мгновение. Вы должны дышать ожиданием. Вы должны носить его как одежду. Вы должны кормить его с каждым вздохом. Пятый шаг – свидетельствовать. Когда начинаются прорывы, вы не должны молчать. Вы должны объявить всем, кто будет слушать: посмотрите, что сделал Господь. Вы должны поднять знамя моей верности. Вы должны рассказать свою историю, поскольку ваше свидетельство откроет веру в других, и река благословения будет продолжать течь через вас, умножаясь и увеличиваясь сверх меры. Так же, как Светлана Иванова рассказала свою историю, как она посреди русской зимы взывала и верила, и как моя рука шла по далеким родным и неожиданным каналам, чтобы наполнить ее. Банковский счет и сотри ее долги, так вы расскажете свою историю. Вы будете говорить о Боге, который отменяет счета, умножает деньги, который выпускает сверхъестественное богатство, который превращает жизнь в нищете в жизнь, полную избыток. Но, возлюбленные, помните, все зависит от времени. Присутствие возможностей реальны, но они не вечны. Окно закрывается. Река мчится. Вы должны вступить в это сейчас. Над этим пророческим словом небесные часы бьют свой последний тон. Чудо, которое вы ищете, находится в пределах досягаемости, но ваша рука должна двигаться, чтобы схватить его. «Я, Господь, Бог твой, не человек, чтобы мне лгать, и не сын человеческий, чтобы мне менять свое мнение. То, что я сказал вам, запечатано моей собственной кровью, моим собственным духом, моей собственной властью. Я уже приказал армиям небес выполнить указы над вашими деньги, твой богатство, твои финансы, твой избыток. Но ваша вера должна активизировать доставку. Ваше доверие должно открыть врата.
Ваше послушание должно открыть каналы. В эти последние минуты поднимите свой голос. Заявите о своей вере. Доверься моему руководству. Двигайся согласно моему присутствию. Посейте землю, которую я показал вам. Провозглашайте огнем. Ожидайте со страстью. Свидетельствуйте смело. Путь установлен. Схема ясна. Я, Бог, сказал. Трансформация уже у дверей. Изменять находится в пределах досягаемости. Счета, которых вы боитесь, станут свидетельством чудес с полной выплатой. Долги вы боитесь, что рухнет под тяжестью моего обеспечения. Банковские счета вы, когда-то спрятанные от стыда, переполнятся, пока не будете искать место, куда излить излишки. Жизнь, о которой вы мечтали, свободная, полноценная, изобильная, не просто возможно. Оно подготовлено. Оно ждет, когда вы выйдете в дверь, которую я открыл. 10 минут, дитя мое. 10 минут, чтобы перейти от бедности к обеспечению. 10 минут, чтобы превратить дефицит в излишек. 10 минут, чтобы сказать «да» величайшему финансовому чуду в вашей жизни. Я стою с тобой. Я наблюдаю за тобой. Я готов излиться. Доверишься ли ты мне? Вы переедите. Атмосфера вокруг вас меняется даже сейчас. Тяжесть моей славы утолщается. Мои ангелы быстро движутся с заданиями в руках, неся чертежи вашего финансового прорыва, неся печати списания вашего долга, неся золотые свитки, на которых записан ваш миллионнократный урожай. Но вы должны быть внимательны. Вы должны бодрствовать в духе. Вы должны улавливать каждое слово, каждое божественное указание, которое я изливаю. Чудо, о котором вы молились, не задерживается, оно разворачивается. Преобразование, о котором вы оплакивали, не отрицается, оно устремляется к вам, как могучий поток. Деньги, богатство, переполнение банковских счета, восстановление вашего финанса, стирание твоего долги, оплата каждого затяжного счета, избыток это будет отмечать вас на протяжении поколений, оно ближе, чем само дыхание, которым вы дышите. Не отводите взгляд. Не отвлекайтесь. Нажимайте. Оставайтесь до последнего слова. Последняя часть этого откровения, последняя команда, которую я дам, станет ключом, который приведет вас к изобилию, которое я предназначил. Это будет последний толчок, который разрушит последнюю стену сопротивления между вами и полнотой моего обещания. Я, Господь, ваш Бог, несу жизнь в ваше будущее. Я вдыхаю процветание на ваш путь. Я отмечаю вас за богатство, которое изменит не только вашу жизнь, но и жизни всех, кому вы прикасаетесь. Остаться со мной. Смотреть. Слушать. Позвольте моим словам глубоко проникнуть в ваш дух, ибо они – дух и жизнь. Вы ближе, чем когда-либо. Переход на территорию чудес находится всего в нескольких шагах. Обратите внимание сейчас. Оставайся до самого конца. Пусть ничто не украдет у вас то, что приготовили небеса. Я здесь. Я говорю. Я переезжаю. Следующие слова, которые вы услышите, будут окончательным открытием вашего чуда. Возлюбленное дитя, услышь громовой голос твоего Отца. Я, Господь Бог ваш, не говорю пустых слов. Мои заявления вечны, мои обещания непоколебимы, мои благословения неудержимы. Когда я говорю слово о вашей жизни, оно запечатлено на небесах, и ему суждено проявиться на земле. Я говорю сейчас над тобой потоком благословения, ливень богатства, сверхъестественное открытие деньги, финансы,
и избыток, что никакая сила ада или человек не могут остановить. Внимательно слушайте обещания, которые я даю вашему духу в этот самый момент. Если вы поверите, если вы двинетесь, и если вы поверите, эти обещания станут столпами вашей новой жизни, жизни не скупой, а переполненной. Избыток недолго, а процветание не страха, а благосклонности. Дитя мое, ты достаточно долго страдал. Годы, которые съела саранча, я теперь восстанавливаю сполна и даже больше. Твой трансформация – это не просто далекая надежда, это указ, уже приносящий плоды. Иаиль 2, 25-26, и возвращу тебе годы, которые съела саранча. Ешь вдоволь и насыщаешься, и хвали имя Господа, Бога твоего, который дивно сотворил с тобою. Я обещаю тебе своим именем, что твой банковский счет уже не будет свидетельствовать о недостатке, но об избытке моего обеспечения. Вы увидите внезапные депозиты, неожиданные каналы снабжения, удивительные источники дохода. Деньги течет в твои руки. Я вызову богатство прийти к вам с севера, юга, востока и запада. Люди, которых вы даже не знаете, благословят вас. Возможности, которые вы не искали, найдут вас. Я, Господь, Бог твой, прикажу ресурсам небес двигаться по твоему слову. Вера. Я обещаю тебе, что твои долги больше не утопят тебя. Я чудесным образом перееду. Я организую божественные отмены, неожиданные расчеты, неожиданные прощения того, что вы должны. Вы увидите письма, которые когда-то требовали оплаты, превратились в письма с уведомлением о полной оплате. Вы услышите свидетельства, исходящие из ваших собственных уст, а не только от других. Я уже подписал приказы в небесных судах. Твои счета стираются моей могучей рукой. Обещаю вам, что ваши руки справятся с увеличением. Вы больше не будете бояться конца месяца. Вы больше не будете считать гроши и плакать. Вместо этого ваши финансы будет отмечено избытком. Ваш кошелек будет не пустым, а тяжелым. Ваши шкафы будут не пустыми, а переполненными. Ваши мечты о посеве в других, о финансировании служений, о благословении бедных, мечты, которые вы давно похоронили из-за нужды, я снова вдыхаю в них жизнь. Я обещаю тебе избыток за пределами того, что вообразил ваш разум. Я не Бог едва достаточно, я Бог более чем достаточно. Я выпускаю чудеса в твои дни. Я повелеваю шлюзам небес хлынуть на вашу жизнь. Там, где враг кричал «невозможно», я заявляю «свершилось». Там, где враг шептал «слишком поздно», я провозглашаю «теперь назначенное время». Мое присутствие прошло раньше тебя. Мое руководство окружает вас. Мое слово защищает вас. Я обещаю вам, что трансформация будет видна. Те, кто видел, как вы боретесь и боретесь, увидят, как вы поднимаетесь в великолепии. Те, кто насмехался над вами в вашем несчастье, удивятся могучей руке Бога в вашей жизни. Я одеваю тебя в новую одежду. Я сажаю вас за новые столы. Я венчаю твою голову честью и благосклонностью. Я, Боже, делаю тебя знамением и чудом для многих. Они увидят твое богатство, твой расцвет финансы, твой благословенные банковские счета, и они узнают, что есть Бог, который отвечает, когда его дети кричат. Я обещаю тебе радость. Слезы, которые ты пролил тайно, я собрал в бутылку. Они не забыты. Теперь они являются семенами урожая смеха, танцев и праздника. Где ты когда-то плакал из-за неоплаченного счета, ты теперь будешь петь песни обеспечения. Где вы когда-то похоронили свои мечты под тяжестью неоплаченных долги, теперь ты будешь мечтать свободно,
широко и дико под открытыми небесами, которые я создал для тебя. Я обещаю вам умножение. То, что вы сеете в эти минуты послушания, я умножу не в 30, не в 60 раз, а 100-кратно, а 1000-кратно, а в 1 000 000 раз. Ты увидишь, как быстро я смогу ускорить сбор урожая, когда твое сердце придет в движение. Вера. Вы удивитесь, как быстро ваши финансы трансформируются, как быстро ваш банковский счет расширится от моего обеспечения, как тотчас же цепи долг и бедность разобьется под тяжестью моего благословения. Дитя, мои обещания – недалекие мечты. Они живы сейчас. Они сейчас движутся к вам. Вопрос не в том, выполню ли я их, я уже привел их в движение. Вопрос в том, сделаете ли вы шаг вперед, раскроете ли вы руки. Это священный перекресток судьбы. Вы молились о знамении. Вот и все. Вы попросили слова. Вот и все. Вы молили о чуде. Вот и все. Благословение, зависящее от времени, не ждет еще одного дня. Оно готово для вас в эти минуты. Ангелы склоняются над небесным балконом. Они ждут вашего слова веры. Они держат в руках подарки деньги, контракты богатства, свитки благословений, присвоенные вашему имени. Я дал тебе все, что тебе нужно. Я дал вам мои обещания. Я дал вам мое слово. Я дал тебе мое присутствие и мое руководство. Я открыл двери благосклонности и возможностей. Все небеса готовы действовать ради вас. Но ваша вера должна возрасти. Ваше доверие должно быть высоким. Ваши действия должны соответствовать вашим убеждениям. Провозглашайте мои обещания. Доверься моему сердцу. Двигайтесь сейчас. Часы судьбы тикают. Труба небесная прозвучала. Река благословений поднимается. Вы вступите. Будете ли вы претендовать на трансформацию, носящую ваше имя? Получишь ли ты чудо, которое я, Бог, окутал своей любовью и приготовил именно к этому часу? Псалом 66:12. Ты позволил людям скакать над нашими головами. Мы прошли через огонь и воду, но ты привел нас в место изобилия. Это ваш последний звонок. Это ваше божественное назначение. Ваше будущее стучится. Ваше чудо ждет. Окна небесные дрожат под тяжестью избыток, вот-вот вольется в вашу жизнь. Я, Господь, Бог твой, сказал: возлюбленное дитя, склони сейчас свое сердце передо мной. Почувствуйте мое присутствие, когда я, Господь, ваш Бог, молюсь над вами, говорю в вас, вдыхаю новую жизнь в ваш дух в этот самый момент. Вы не одиноки. Я здесь. Я рядом. Мои руки на тебе. Мой дух окружает тебя. Мой голос несет жизнь в каждое мертвое и сломанное место внутри тебя. Послушайте, как я молюсь за вас, мое драгоценное дитя. Я кладу свою руку на твою голову и постановляю своей вечной властью, чтобы каждое проклятие бедности, каждый дух нужды, каждая цепь финансовых страданий сейчас разорвана. Силой моего слова я освобождаю тебя из схватки нужды. Я говорю о трансформации в ваш дом, в ваши руки, на ваш банковский счет. Своим присутствием и руководством я заявляю, что ваши финансы исцеляются, ваши долги аннулируются, ваши счета оплачиваются и ваши мечты воскрешаются. Я вызываю чудо, о котором ты плакала. Я приказываю богатствам севера, юга, востока и запада, чтобы найти тебя. Я призываю ангелов обеспечения быстро прийти к вам, неся изобилие небес к вашему порогу. Я постановляю, что деньги придут к вам неожиданным образом, что ваш банковский счет будет свидетельствовать о моей щедрости,
что вы будете жить в избытке, который я всегда предназначал для вас. 2 Коринфянам 9:8 «И Бог силен обильно благословить вас, чтобы во всем и во всякое время, имея все необходимое, вы изобиловали всяким добрым делом». Я вдыхаю новую веру в твои легкие. Я вселяю в твое сердце непоколебимое доверие. Я открываю твои глаза, чтобы увидеть путь, который я проложил чудесами. Вы больше не будете идти по трудной дороге дефицита. Теперь вы пойдете по золотой дороге благословения. Там, где были плач по неоплаченным счетам, там будут танцы под дождем изобилия. Там, где был страх перед растущими долгами, будут звучать песни свободы и избавления. Сейчас я говорю о вашем банковском счете. Я говорю с твоим кошельком. Я говорю о ваших финансах. Наполняйтесь, будьте благословенны, умножайтесь в 1000 раз, в миллион раз, согласно моим обещаниям. Я заявляю, что к вам потекут внезапные депозиты, сверхъестественные чеки, неожиданное наследство, божественное продвижение по службе и чудесные деньги, потому что моя рука на вас. Я переписываю вашу финансовую историю. Я призываю к переменам, быстрым и неоспоримым переменам. Преобразование, которое невозможно объяснить человеческой логикой, а только силой моего духа. Я заявляю, что вы будете живым свидетельством моей верности. Что, когда другие посмотрят на тебя, они скажут: несомненно, Господь благоволил им. Несомненно, Бог чудес дал им процветание. Я заставляю замолчать каждый голос сомнения, каждый шепот страха, каждую ложь врага, который говорит, что ты недостоин. Ты моя. Вы любимы. Вы избраны для этого переполнения. Вы наследник изобилия моего царства. Ты – сосуд, через который я изолью на землю реки благословения. Я скрепляю этот момент огнем небес. Я запечатываю этот момент маслом моего помазания. Я постановляю, что вы переходите от бедности к изобилию, от долгов к божественному богатству, от страха к полноте, от плача по счетам к крику о благословениях. Часы тикают, и окно закрывается, но вы вступаете в дело с верой, вы двигаетесь с доверием, вы заявляете о чуде, которое я говорил над вами. Прими это сейчас, возлюбленные. Поднимите руки ко мне. Почувствуйте дождь изобилия, падающий на вас. Почувствуйте, как цепи разрывают ваши банковские счета, ваши финансы, ваши мечты. Почувствуйте, как тяжесть нужды заменяется мантией обеспечения. Та же рука, которая умножила хлебы и рыбы, умножает и ваше семя. Тот же голос, который породил звезды, говорит об увеличении вашей жизни. Тот же Дух, который воскресил Христа из мертвых, вдыхает силу воскресения в ваше финансовое будущее. Я, Господь Бог твой, молюсь о тебе. Я благословляю тебя. Я переезжаю ради тебя. Я борюсь за тебя. Я наполняю вас большим количеством того, о чем вы когда-либо просили, мечтали или представляли. Вы больше не заемщик. Вы кредитор. Вы больше не борец. Вы благословитель. Вы больше не боретесь и не выживаете. Вы процветаете в миллионнократном чудесном урожае, который я предназначил. Исайя 61:7. Вместо вашего позора вы будете иметь двойную честь, и вместо посрамления они будут радоваться своей доле. Поэтому на своей земле они будут иметь двойную долю, вечная радость будет их. Мои деньги умножаются. Мои долги отменены. Мой банковский счет переполнен. Мои финансы благословлены. Мое богатство растет.
Мое чудо уже сейчас. Мое преображение здесь. Я хожу в полноте твоих обещаний. Это ваш последний звонок, и вы ответили. Вы двинулись в вере. Вы воспользовались окном благословения. Вы вошли в реку неудержимого изобилия. Я, Господь, Бог твой, приглашаю тебя сейчас подписаться в этот дом чудес, в этот канал, где течет мое присутствие, где высвобождается мое руководство, где мои обещания провозглашаются день и ночь. Подписка не как ритуал, а как пророческий акт вашей веры. Подпишитесь как печать на своем решении жить в избытке. Подпишитесь как заявление о том, что вы не пропустите ни одного слова благословения, ни одного чудесного момента, ни одной волны моего сверхъестественного обеспечения. Это сделано. Это сделано. Это сделано. Во имя живого Бога, который не может лгать, который не может потерпеть неудачу и который любит вас вечной любовью, это сделано.